Новый клуб Виктора Осимхена. Мохаммед Салах – главная цель саудовцев. Условия создания Суперлиги. Ужасная реализация Ливерпуля. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать, что у меня есть группа ВКонтакте и Телеграм-канал, в которых выходят актуальные новости из мира футбола. Ссылки на них вы сможете найти в описании к этому ролику. Мохаммед Салах может перейти в Саудовскую Аравию по окончании сезона. Прошлым летом приобрести вингера Ливерпуля пытался Аль-Иттихад. Сообщалось, что саудовский клуб был готов заплатить 200 миллионов фунтов, но трансфер не состоялся. Салах станет главной трансферной целью саудовцев следующим летом. Они предпримут новые попытки подписать игрока, сообщает Daily Mail. Отмечается, что в следующем году ближневосточные клубы станут тратить меньше денег на новичков, но случай с Мохаммедом рассматривается как исключение. 31-летний футболист считается еще более важной трансферной целью для лиги, чем перешедший в Аль-Наср Криштиану Роналду, поскольку египтянин остается на пике карьеры и пользуется большой популярностью в арабском мире. Руководство Манчестер Сити, а также лично главный тренер горожан Пеп Гвардиола заинтересованы в приобретении полузащитника Фулхэма Жуао Палиньи. Об этом сообщает The Sun. По их информации, Сити намерен составить конкуренцию Баварии и Ливерпулю, которые также всерьез рассматривают вариант с подписанием португальца. Подчеркивается, что горожане готовы предложить Фулхэму 60 миллионов фунтов. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Ливерпуль уже провел переговоры с представителем Палиньи на предмет его перехода в команду Клопа. В свою очередь, Бавария намеревалась приобрести полузащитника еще минувшим летом, однако сделка сорвалась. Несмотря на это, мюнхенский клуб не утратил интереса к Палиньи. Нападающий Наполи Виктор Осимхен может летом 2024 года переехать в клуб из Англии. На игрока претендует Арсенал. Канониры могут подписать нигерийца за 120 миллионов евро. Но при этом существуют механизмы, которые могут увеличить стоимость до 134 миллионов. Кроме того, неаполитанцы интересуются Габриэлем Жезусом. Поэтому может произойти обмен, и цена на Осимхена будет снижена. Также, по информации Футбол Испана, Виктор является альтернативным вариантом для Реала в случае неудач по трансферу Мбаппе и Холланда. Как сообщает источник, мадридцы заинтересованы в подписании нигерийского нападающего, поскольку на данный момент нет никаких гарантий, что сливочные смогут заполучить кого-то из желаемого дуэта Мбаппе-Холланд. В связи с этим руководство клуба готово предпринять попытки по приобретению Осимхена летом 24-го. Технический директор Лиги Саудовской Аравии Майкл Эминала высказался о возможности перехода в чемпионат нападающего ПСЖ Кильяна Мбаппе. С Мбаппе разговор открыт, но мы не знаем, что он хочет сделать. Наша позиция очень ясна. Все игроки этого уровня знают, где мы находимся. Если у Мбаппе есть какая-либо возможность или интерес быть частью того, что мы строим, сейчас или в будущем, мы не можем отказаться от такой возможности. Он игрок, которого я люблю, приводят слова Эминала Марка. Генеральный юрисконсульт Суда Европейского Союза Афанасиус Рантес представил основной выход касательно условий создания Суперлиги. Он назвал единственное условие, при котором возможно создание данного турнира. Реал, Барселона, Ювентус и другие клубы могли бы организовать Суперлигу вне юрисдикции УЕФА, но в этом случае они не смогут играть одновременно в Лиге Чемпионов, Лиге Европы или Лиге Конференций, то есть в любом другом турнире от УЕФА, сообщает Коуп. Клубы-участники будут обязаны выбрать лишь один вариант организации. Это основной вывод юрисконсульта и его рекомендация 15 судьям Большой палаты Суда Европейского Союза, которая должна вынести консультативное постановление по антимонопольному иску в отношении УЕФА и ФИФА.
Генеральный юрисконсульт также считает, что УЕФА не вправе препятствовать созданию футбольных турниров, но в случае создания таковых УЕФА должен обладать оправданным правом исключения из своего состава или из турниров под своей эгидой любого клуба-участника Суперлиги или подобных ей турниров. Севилья уволила уругвайского специалиста Диего Алонсо с поста главного тренера, сообщает пресс-служба клуба. Клуб благодарит уругвайского тренера за оказанные услуги и желает удачи в будущем, говорится в пресс-релизе. Диего Алонсо возглавил испанский клуб в октябре 23-го, заключив контракт до конца сезона. На данный момент Севилья располагается на 16-м месте Ла Лиги с 13 очками. По информации Марка, главным кандидатом на замену является бывший наставник мадридского Атлетико и Хетафе Кики Санчес Флорес. Как сообщает источник, на текущий момент руководство андалусийского клуба ищет нового тренера в ускоренном порядке. Кандидатуре Флореса отдается приоритет как специалисту, обладающему опытом работы в чемпионате Испании. Команда Нью-Йорк Ред Буллс завершила трансфер игрока сборной Швеции Эмиля Форсберга из Лейпцига, сообщает пресс-служба клуба МЛС. Форсберг подпишет трехлетний контракт до 26 года с опцией продления еще на сезон. Эмиль провел в Лейпциге последние 9 сезонов. Он отыграл 324 матча за клуб, забил 71 гол и сделал 68 результативных передач. В составе команды он дважды выиграл Кубок Германии. Ливерпуль сыграл в ничью с Манчестер Юнайтед в домашнем матче 17-го тура чемпионата Англии. Воскресная встреча на Энфилде завершилась со счетом 0-0. В компенсированное ко второму тайму время защитник МЮ Диогу Далот получил красную карточку. Ливерпуль за матч нанес 34 удара в сторону ворот, а гости всего 6. Команда Юргена Клопа с 38 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, уступая Арсеналу 1 очко. МЮ имеет 28 очков и идет на 7-м месте. В следующем туре, 23 декабря, Ливерпулю предстоит принимать Арсенал, а команда Эрика тен Хага в тот же день сыграет на выезде с Вест Хэмом. Байер обыграл Айнтрахт со счетом 3-0 в 15-м туре Бундеслиги. Счет на 14-й минуте открыл форвард Виктор Бонифасе. На 51-й минуте преимущество своей команды удвоил защитник Джереми Фримпонг. На 57-й хавбек Флориан Виртц довел счет до разгромного. Среди участников топ-лиг ливеркузенцы остаются единственной командой, которая еще не проигрывала в этом сезоне. На счету Байера 21 победа и 3 ничьих.